В этом видео мы поговорим о волосах, ногтях и коже. Есть множество причин, по которым волосы выпадают, ногти становятся ломкими, кожа становится очень сухой или организм теряет коллаген. Я расскажу о самой распространенной причине таких проблем и дам пару советов. Перво-наперво должен сказать, что большинство людей, пытаясь решить эти проблемы, используют подход снаружи внутрь. Они применяют лосьоны, сыворотки, кремы для лица, надеясь, что те проникнут в тело и сделают кожу красивой. Эти люди применяют разные шампуни, которые сделают волосы блестящими, наполнят их коллагеном и надеются, что этот коллаген останется там. Но все напрасно. А еще можно использовать накладные ногти, так ведь? Как сделать ногти очень крепкими и сильными, а кожу красивой? Как добиться, чтобы волосы не выпадали? Что ж, здесь нужен подход изнутри наружу. Начните отстраивать тело изнутри. Займитесь укреплением здоровья. Но если вы смотрите мои видео, с питанием у вас уже, наверное, все в порядке. Наверняка вы получаете витамины и микроэлементы. Возможно, вы их принимаете, но эти проблемы все равно не уходят. Вероятно, дело в том, что не хватает какого-то конкретного нутриента. Проблема тут в нехватке микроэлементов. Но почему именно микроэлементов? И что вообще это такое? Микроэлементы — это вещества, нужные нам в очень малых количествах. И предназначение микроэлементов — они заставляют ферменты работать. А что делают ферменты? Они рабочие лошадки организма. В теле есть тысячи ферментов, они занимаются как строительством белка, так и его расщеплением. Вот что делают ферменты. На самом деле, не будь ферментов, волосы бы у нас вообще не росли. Так вот, один компонент этого процесса — гормоны, другой компонент — микроэлементы, которые активируют ферменты, чтобы организм мог создавать белки. Вообще-то дело не в том, что человек ест недостаточно белка. Скорее всего, в пище белка достаточно, как и коллагена. Коллаген — просто разновидность белка. Проблема тут в активации белка, в том, чтобы он смог пройти через печень и добраться до кожи и волос. Я опробовал этот метод на многих людях. Он прекрасно работает. Попробуйте сами. Потребляйте больше микроэлементов. Мне кажется, в США сильнее всего не хватает именно микроэлементов, потому что почва сильно истощена. Фермеры возвращают в почву только 3 элемента. Возвращается не все. Во-первых, нет никаких требований. Рекомендованной дневной нормы потребления микроэлементов, хотя микроэлементы нам необходимы. Они помогают работе гормонов, как, например, йод. Нам нужен йод. Попробуйте найти еду с йодом, разве что морские водоросли. Так что микроэлементов вокруг нас очень мало, а они незаменимы для строительства белка в волосах, ногтях, коже. Если прийти в магазин или заказать микроэлементы в интернете, скорее всего, мы увидим много разных версий микроэлементов, и все они на основе соли. Или что-нибудь вроде коллоидных микроэлементов на основе морской соли. В принципе, неплохо, но из них усваиваются лишь 5%, потому что это совсем другие химические соединения. Их труднее усваивать. Я рекомендую микроэлементы, полученные из растений. Что это означает? Это химические соединения в растениях, которые росли на богатой микроэлементами почве. Растение вбирает эти микроэлементы из почвы, и когда мы его съедаем, микроэлементы легко усваиваются. Эти химические соединения в 15 тысяч раз меньше, чем микроэлементы из моря. Их частички очень и очень маленькие. Поэтому они легко усваиваются, отлично действуют, и их не нужно много. Так где найти микроэлементы, если в почве их почти не осталось? Можно переселиться поближе к вулкану, где почва насыщена тем, что находится глубоко в недрах земли и выбрасывается с пеплом. Вулканы есть в Италии, на Гавайях. Можно переехать туда и питаться тем, что там растет. И поверьте, тогда все микроэлементы будут ваши. Возможно, поэтому у туземцев кожа выглядит лучше. А еще можно получить растительные микроэлементы из растений доисторической эпохи. Сейчас покажу, чем пользуюсь я.
Вот микроэлементы. Содержимому пузырька 70 миллионов лет. Но оно еще работает. Его добыли из слоя Земли, которому 70 миллионов лет. В то время было полно растений, которые получали из почвы все микроэлементы, и эти микроэлементы надолго сохранились в Земле. Есть одна компания, которая добывает из Земли этот материал и превращает его в водорастворимый продукт. Я пользуюсь им. В день нужна всего пара десятков капель, растворенных в воде. Так вы сможете получить растительные микроэлементы. И хотя назад во времени уже не вернуться, доисторические материалы — хороший способ получить растительные микроэлементы. А если у вас есть сад, начинайте обогащать почву. Микроэлементы, пожалуй, самое важное, что нужно для решения проблемы. Но есть и еще кое-что, что связано с определенными жирами. Во многих средствах для волос, ногтей и кожи есть жирорастворимые витамины. Витамин А, витамин D, витамин Е. Все они хорошо влияют на кожу. Если вы принимаете эти витамины, но проблема не уходит, нужно учесть еще кое-что. Есть еще один фактор, влияющий на здоровье волос, ногтей и кожи. Это желчь. Желчный пузырь производит недостаточно желчи. Когда есть проблемы с пищеварением, например, вздутие живота, отрыжка, или живот во время еды становится похож на барабан, это может говорить о нехватке желчи. Желчь помогает переваривать жиры. Если желчи недостаточно, желчный пузырь будет перегружен. Желчь помогает усваивать масла, незаменимые жирные кислоты и жирорастворимые витамины, необходимые для кожи. Это еще одна проблема, которую я заметил у людей с сухой кожей и нехваткой коллагена. Так что комбинация дополнительной желчи и микроэлементов — самое важное, что я могу порекомендовать для улучшения состояния волос, кожи и ногтей. Попробуйте, надеюсь, вам понравилось. До новых встреч!